Кримонит. Половина айсберга по риску Фрейн 2 разобрана, остались только самые запутанные тайны. Это продолжение ролика про разбор айсберга, советую посмотреть его перед этим. Напомню, у меня есть счетчик крит очков, в которых 0 совсем не уверен или не знаю, о чем говорится в утверждении, а 10 полностью уверен в том, что говорю. Несмотря ни на что, давай приступим. Часть 4. Середина айсберга. Финальная форма Milky Chrysalis. В логе этого предмета есть фраза: «Не думаю, что их трансформации нет предела окончательной формы». А вы знали, что это экипировка Жук? Я вот сам только узнал. Максимум, что тут доступно насчет финальной формы — спекуляция. Coven of Gold. В игре есть аспекты. Экипировка, превращающая тебя в элитный тип, как моба. В файлах игры можно найти еще один аспект, и если его экипировать, твой персонаж изменит цвет и станет блестеть. Описание гласит: стань аспектом удачи. Скорее всего, это связано с характеристикой удачи. А возможно, в Roar 2 планировались элитные мобы, которые при смерти дают намного больше денег, но эту идею отклонили. Темный пляж. Концептное имя локации Distant Roost во время разработки. Снайпер. Снайпер — еще один персонаж в файлах. Он появляется в первой части игры. Если бандит считается незарегистрированным, то снайпер просто имеет свой ID в игре, но не считается сюрвайвером. Возможно, что он никогда не выйдет из-за баланса игры. Bird Sharks. Bird Shark, скорее всего, название летающих вдали штук на Distant Roost. Вертел на стороне игрока. В описании обычного бесса, не босса, сказано, что их босс иногда поглядывает на Луну. Не факт, что он тоже хочет убить Митрикса, как тут говорится. Reaper's Remorse. Неиспользованная экипировка в файлах игры. Пушка, которая стреляет за тебя. Акрит — крокодил. Может быть, а может и аллигатор, я не зоолог. В файлах игры Акрит числится как Кроко. Да и вообще там разрабы с названиями прикалываются. Нукахана — болезнь. Если тут про ненависть к Нукахане, то нет, это не мне разбираться. Нукахана связана с малахитовым типом, то есть малахитовые мобы и их дебаф отсутствие хила — ее заслуга. Выглядит это и правда как болезнь, но я не видел, что в игре она переходит с одного моба на другого. Заражающий не болеет сам, зато переносит болезнь. Секретная комната в Abandoned Aqueduct — отсылка на RuneScape. Я не играл в RuneScape, да и на вики этого не указано. Часть 5. Глубокий айсберг. Амбры — отражение страхов в сюрвайверах. Так как в игре ничего не указано про тени, которые призываются с помощью артефакта, тут можно только спекулировать. Возможно, единственное, чего боятся выжившие — самих себя, так как в итоге они очень сильны. Weak as Mist. Название артефакта хрупкости в коде. Я же говорил, что у разрабов там своя атмосфера. Провиденс до сих пор жив. Когда ты побеждаешь Провиденс в первом роре, ты не видишь его труп, он просто телепортируется. Некоторые спекулируют, что он до сих пор жив, так как в некоторых текстах есть его упоминания. Но вообще-то это не моя область, в игре не указано на его жизнь, так что отправляюсь обратно в первый рор, Кекер. Лунарный язык. Скорее всего, тут говорится о том, на каком языке говорит продавец в магазине, или о том, что для описания лунных предметов требуется переводчик, ну или вообще оба варианта. Ньют ненавидит Артифишер. Опять же, как Артифишер попала в кристалл, мы не знаем, но почему этот кристалл в магазине Ньют? Возможно, Артифишер сделала что-то, за что ящерка и заточила ее. Увы, если это присмыкающееся что-то говорит, то на непонятном языке. Паладин. В файле игры есть упоминание паладина, а точнее его атак. Название очень похоже на то, что делает Энфорсер в первом роре. В игре отображается как старший жук с аспектом молнии. Умеет ставить щит, который защищает его от атак дальнего боя, а насчет ближнего непонятно. Дети мертвы. В первом роре вместе с родителями были мобы-дети, во втором их нет. У меня насчет этого есть собственная теория, но об этом позже. Алтарь битвы отражает череп Артифишер. Они просто похожи, ладно? Ассасин. Еще один выживший, которого можно заспаунить. Выглядит минималистично, с двумя клинками в руках. Возможно, появится в будущем обновлении, но скорее всего нет. Его атака на ПКМ похожа на яд Акрида, который, кстати, тоже полуближний выживший. Учитывая размах кинжалов, вряд ли он будет играемым, если они это не починят. Outsourced Maps. Не понял, про что тут. Возможно, про карты, которые не появились, но это лишь спекуляция. В коде игры не указана ни одна карта, которая не появилась в игре. Часть 6. Нижний конец айсберга. Дети не юные родители. Мобы Parent появляются из бутона сразу взрослыми. Откуда тогда Children?
Я думаю, что дети все-таки юные родители, только тут все работает как с бабочками. Сначала гусеница, потом кокон, а потом бабочка. Триады ненависти от Криса Крис Далол, как прочитать его имя. Крис – композитор Risk of Rain 2. Комьюнити говорит о его спорах и оскорблениях в комментариях под своими песнями, но я там ничего не нашел, кроме слегка пассивно-агрессивных ответов. В шутку. Может, это просто хейтеры сочиняют, а может, он уже успел удалить следы своих преступлений. Текст Ньют в коде игры. Насколько я понял, Ньют – богоподобное существо во вселенной Рори, и оно сидит мирно в магазине. В текстовых файлах игры упоминаются интересные диалоги насчет покупки вещей и апгрейда магазина. В одном из них даже упоминается Провиденс. Невидимая геометрия. Нет, ничего не нашел. Возможно, тут про всякие баги появления порталов, но это все. Бомбер. Это еще один сервайвер, который даже не в коде указан, а в текстовых файлах. В коде на него нет никаких отсылок, но мод Roll Cheats показывает интересный результат. Еще один сломанный команда, который выпускает взрывную бомбу и самонаводяшки, как у дрона. Голос за сервайвера был подстроен. Когда вышло обновление артефакты, разработчики устроили некий опрос. Какого следующего сервайвера добавить в игру? Выбор был таков. Снайпер, части которого уже лежат в коде. Майнер, Хэнди, части которого тоже лежат в коде. Энфорсер, части которого возможно лежат в коде. Шеф, бандит, который почти полностью завершен в коде, и новый сервайвер. Голосование проводилось в Дискорде, и в итоге в обновлении 1.0 мы увидели капитана. Как такое возможно? Это все подстроено? Ага, бред какой-то. Вот скриншот незавершенного пула из Твиттера. А вот результаты сервера. Разработчики, вероятно, удалили пол, чтобы потом нельзя было проголосовать еще раз. Если бы у разрабов была сеть таких аккаунтов, которая проголосовала за капитана, то их сервер бы точно попал под подозрительные действия и был бы забанен на время. С такими уровнями теории следующим сервайвером будет Масон. Кстати, был выбор между новыми сервайверами. Там были описаны 3 ранее неизвестных варианта. Оптимист, который своим ЛСД меняет способности. Спирмен, у которого большое не только копье, но и шанс не попасть. Качиха, которая по сути мираж с дамагом. И наш уже знакомый паладин. Тут описано, что паладин – существо с самой планеты, которое почитает сервайвера ROR-1. Возможно того, кто убил Провиденс, и носит на себе обломки корабля Contact Light. Модник Фину. Также есть вариант что-то еще, и как вижу, разрабы выбрали именно его, сделав капитана для лора. Висп Грейвярд. Концептное название или название в коде называет Акры как кладбище виспов, а босса, который тут появляется, хранителем. Лора на этот счет 0, так что даже никаких теорий нет. Часть 7. Синие воды. Спойлер Боди. Спойлер или грузовик персонаж, имеющий ID в игре. Если хакнуть его в игру, вы получите низкополигональную машинку без каких-либо атак. Она может двигаться, но если слишком долго держать кнопку направления, она не остановит свое движение. Что делает в игре? Скорее всего, тест физики. Можно ли ждать ее релиз в последующих обновлениях? Нет, конечно. Играбельное главное меню. Чё? Никакой информации на этот счет нет. Максимум баги исчезновения кнопок в главном меню. А вообще там команда дохлым валяется. Может наконец-то заморозите этот полуфабрикат? Точка сбора гамма. Nope, такой штуки тоже нет. Точка сбора дельта, локация в игре. Но также есть точка сбора бета, и она располагается где-то на титанических равнинах, что можно прочитать в логе. Отсюда можно сделать вывод, что существуют и другие точки сбора, потому что бета и дельта не первые и последние буквы греческого алфавита. Пугающая тишина Siren's Call. По своей природе дроны-модули уничтожают все живое. Возможно, поэтому в Siren's Call так тихо, учитывая количество этих модулей. Стеклянный Митрикс. В игре есть стеклянные персонажи, занимающие ID. Есть, допустим, стеклянный жук. Непонятно, что это за стекло, но таких персонажей немного, и среди них есть Митрикс. Каждый враг – играбельный персонаж. Почти каждый. Из-за путей программирования или просто для того, чтобы тестить врагов, за любого персонажа можно играть, просто занявшись небольшим хакингом. Некоторые персонажи неиграбельны из-за того, что ими невозможно управлять. Хотите узнать больше? Тот коммент под видео все еще актуален, да? Полная форма золотого голема. Нет информации, скип. Часть 8. Темные воды. Void Reaver заключили целую луну. Время масонских теорий. Для чего мы прилетаем с UES Safe Travels? Миссия спасения. Но чем мы занимаемся на самом деле? Убиваем Митрикса и валим с луны. Когда мы побеждаем Митрикса и начинается взрыв луны, по всему уровню появляются Void Reaver. От взрыва Void Reaver невозможно защититься, так как это теоретически не наносит урон, а просто куда-то тебя телепортирует.
Так вот, что мы видим, когда мы улетаем? Луна не взрывается, а просто исчезает. Отсюда и суждение, что это Void Reaver телепортировали Луну в пустоту. Выглядит правдоподобно, но я не согласен, так как взрыв лунного цвета, а не пустотного. Код артефакта из титров. В титрах, помимо имен команды и помощников, указаны зарисовки разных вещей. Одной из них является код артефакта. Увы, ничего не происходит при попытке его ввести, так что я думаю, что это лишь зарисовка концепта. Void Fields — фрагмент Sunken Tomb. Void Fields — достаточно странная локация, да? Все вокруг фиолетовое, кроме земли, которая по какой-то причине голубо-черного цвета. Да и Акрит тут почему-то живет. В первом роре есть локация Sunken Tomb, та самая, где сидит Акрит. Цветовая гамма совпадает с Void Fields, кроме фиолетовости. Мне кажется, все сходится. Void Reaver'ы заточили кусок Sunken Tombs вместе с Акридом. Вот почему его хорошая концовка в первой части не канон. Он просто не мог сбежать из контейнера, так как во второй части он находится в этой локации. Пространство между. Пространство между — это те локации, на которые не влияет время. Void Fields, Bazaar Between Time, A Moment Fractured и многие другие. Почему оно так? Возможно, когда-нибудь мы узнаем. Надеюсь. Это все, что я мог объяснить. Напишите в комменты то, чего я не знаю. Вдруг это смотрит великий гений лора, который разъяснит мне секреты этой вселенной. Зун Волт Дилак.